Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на ноябрь 2025 года для восходящих, солнечных и лунных львов. Если вы знаете точное время своего рождения, то в таком случае вы можете построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках зодиака. И по знаку зодиака Солнца ищите соответствующую дату дате вашего рождения и смотрите тогда видео для даты вашего рождения. Также я приглашаю астрологов ведических на свой новый курс прогнозирования, который называется «Глубина Чарадаша». Ссылка на запись на этот курс будет в описании, в комментариях к этому видео. И этот курс исключительно для ведических астрологов. Я обращаю ваше внимание. Теперь давайте говорить о том, что же ожидает львов в ноябре 2025 года, в очень таком насыщенном месяце. 2 ноября по 26 ноября Венера будет идти по вашему третьему дому гороскопа. И это очень хорошо, потому что Венера, как хозяйка вашего 10-го дома статуса, репутации и документов, была в предыдущий раз в ослабленном для себя положении, могла создавать какую-то турбулентность, сложности в получении статуса, в получении документов. И если вы занимались вопросами статуса, получения документов, заключения каких-то соглашений, то именно этот транзит Венеры даст вам возможность наконец-то все оформить, получить паспорт, получить вид на жительство, получить визу, получить какое-то свидетельство о браке, получить какой-то сертификат о прохождении курса, получить какую-то корочку по работе, какой-то допуск, разрешение. И вот все в таком духе. Также транзит Венеры по 10-му дому гороскопа, по 3-му дому гороскопа — это период, когда вы можете изучать какие-то новые инструкции в работе, новые какие-то навыки получать в работе. Может быть, работа в этот период связана с хобби каким-то образом, либо с друзьями вместе работать. Это очень хорошо для тех, кто ведет блоги, или для тех, кто занимается бизнесом, потому что это может быть период заключения каких-то рекламных контрактов, период какого-то сарафанного радио, прихода новых клиентов, то, что у вас может быть какой-то получение официального статуса вашей социальной сети, что-нибудь вот такое вот сообщество, в котором вы состоите. То есть это вот все очень классно. Также могут быть какие-то короткие командировки, могут быть романы в поездках и командировках. И в этом периоде вы можете еще увлекаться каким-то хобби и творчеством. То есть будет желание порукодельничать немножко. 5 ноября будет полнолуние в вашем 9-м доме гороскопа. Полнолуние в 9-м доме гороскопа — это как раз вот завершение какого-то процесса в государственных органах власти, когда вы получаете ответ от чиновника, когда вы получаете ответ на свой запрос какой-то, касающийся вас от руководителя. Какие-то перемены могут быть у отца, это могут быть перемены в руководстве вашем непосредственном руководителе, допустим, смена руководителя, руководитель в отпуск ушел, что-нибудь такое. Также это могут быть перемены, связанные с обучением, с зарубежными поездками. Ну вот для получения визы транзиты прекрасны, например. С 9 ноября по 23 ноября в вашем 4-м доме гороскопа будет ретроградить Меркурий и будет откатываться обратно в ваш 3-й дом гороскопа. Меркурий в 4-м доме гороскопа, вот эта вот ретроградность может затормозить процессы, связанные с вложением денег, обустройством места жительства, транспорта, с вложением денег, если вы, например, свою школу открываете, либо если вы, например, в школу куда-то поступаете, либо музыкой занимаетесь, к психологу ходите, например, менять психолога, с которым вы общаетесь. Также могут быть задержки, откаты в вопросах, связанных там с какой-то перестановкой, переоборудованием помещения, переоборудованием транспорта вашего, то есть какие-то
планы могут меняться, связанные с недвижимостью и транспортом, когда Меркурий начнет откат в вашем 4-м доме гороскопа. И в том числе эти планы могут меняться по вопросам поездок каких-то или приезда к вам гостей. И с 11 ноября по 5 декабря еще и Юпитер добавит вот этой вот турбулентности, потому что Юпитер тоже начнет свое ретроградное движение в вашем 12-м доме гороскопа. Он тоже у нас дает аспект на 4-й дом, дом недвижимости, транспорта, места жительства, поэтому он тоже даст какую-то турбулентность в вопросах места проживания, какую-то турбулентность в вопросах, связанных с транспортом. И, возможно, вы уже так прям настроились в октябре или в начале ноября на какие-то события, потому что Юпитер мог резко как-то поменять. Он только же в октябре у нас зашел в этот знак зодиака Рак. И тут раз, а нет, погорячились. Ну, в общем-то, я про Юпитер снимала отдельное видео. Можете посмотреть на канале, если вы еще не видели, о том, какие перемены, какие тенденции будет давать Юпитер в 12-м доме гороскопа и что может означать, когда он станет ретроградным. С 16 ноября по 16 декабря Солнце зайдет в ваш 4-й дом гороскопа, и вот тоже этот фокус на то место, где мы живем, фокус на наше психологическое состояние, фокус на транспорт, может быть, тоже на отношения с мамой. Солнце что-то прояснит в вопросах недвижимости, транспорта, откроет вам на что-то, на какие-то вещи глаза, в вопросах, опять же, отношений с мамой, либо про маму что-то. И Солнце, транзит по 4-му дому гороскопа, это же управитель всего вашего гороскопа. Он может давать такое желание спрятаться в домик, желание вот сесть дома и не выходить, и заниматься вот домом, обустройством. Повышается самооценка у нас именно вот от этого места. То есть мы будем фокусироваться на том месте, где мы живем, и будем строить все планы, перестраивать все планы, тоже связанные с местом жительства. Или же в отношениях с мамой. Но транзит Солнца по 4-му дому гороскопа может улучшение какое-то вам дать и в работе. То есть на время вы станете, может быть, немножко заметнее, несмотря на то, что вы будете хотеть, возможно, в домике спрятаться, отсидеться, но все-таки транзит Солнца может давать улучшение в статусе и улучшение в работе какой-то. Но опять же в статусе это может быть и виза, это может быть и свидетельство какое-то получить, паспорт поменять и так далее. И, пожалуйста, 20 ноября будет новолуние в вашем 4-м доме гороскопа. И новолуние это что-то новое в доме, в транспорте, в месте жительства, поэтому может быть, допустим, покупка машины, покупка квартиры, переезд, смена арендного жилья, бронирование какой-то гостиницы, допустим, у мамы что-то поменялось в работе и так далее. Ну и на вашу работу и статус тоже может влиять, но тут уже достаточно я рассказывала, что что-то все равно будет происходить у вас в работе тоже и в статусе в этот период. Улучшающие, я бы сказала, по сравнению с предыдущим месяцем, когда могло быть все немножко турбулентно, либо с какими-то тормозами, препятствиями и так далее. С 23 ноября по 29 ноября ретроградец Меркурий будет уже в вашем 3-м доме гороскопа. И ретроградность Меркурия в 3-м доме гороскопа – это опять вернуться к вопросам документов, к вопросам большого количества общения, налаживания каких-то связей, с соседями знакомиться, друзей приобретать, много переговариваться, в соцсетях сильно активничать. Это все по транзиту Меркурия по вашему 3-му дому гороскопа. Возможно, к чему-то вернуться, возможно, вернуться к старой какой-то социальной сети, возможно, вернуться в старые круги общения, к каким-то друзьям. Это же на то, вот этот вот ретроградность Меркурия на то, чтобы докупить наконец-то, если вы, допустим, выбирали курс какой-то, книгу какую-то, оборудование какое-то, да выбирать телефон. Но пока что вы просто к этому вернетесь, потому что у вас Меркурий идет по 3-му дому гороскопа. И в целом ретроградный Меркурий не рекомендуется покупать технику, а тем более, когда он идет по 3-му дому, отвечающему за технику. Поэтому вы можете вернуться, выбирать, сравнивать и так далее. А потом я уже скажу, когда можно все это делать. С 26 ноября по 20 декабря Венера будет идти по вашему 4-му дому гороскопа. И вот
тоже это улучшение ощущения счастья, внутреннего ощущения счастья, улучшение комфорта в месте проживания, прям комфорта. То есть, может быть, допустим, станет больше места, либо какие-то соседи назойливые съедут, либо вы откроете для себя какую-то новую приятную локацию, либо вы там цветы посажаете, либо вы шторы будете развешивать. Вот какая-то такая история. И помимо этого Венера дает получение каких-то документов на недвижимость, транспорт, это может быть покупка транспорта, это может быть смена, кстати, еще рабочего офиса, рабочего места. Ну, тут такая тенденция, либо рабочее место меняется, потому что у вас какие-то перемены в месте жительства, либо место жительства меняется, потому что у вас какие-то перемены в работе. Что-то такое может быть. Получение официального статуса по вашему жилью, по вашему транспорту. То есть, если вы купили машину, то у вас, например, там зарегистрировать машину. Что-то в этом роде, но в целом это очень хороший транзит, который и в работу тоже вносит улучшение, в работу и статус тоже вносит улучшение. И с 29 ноября по 6 декабря Меркурий уже будет в прямом движении в вашем третьем доме гороскопа, то есть уже выбрали себе телефон купить, выбрали себе компьютер купить, выбрали себе книгу купить, выбрали себе там какую-то одежду купить, выбрали себе какие-то там для хобби инструменты и все остальное, тоже тогда уже все можно покупать. И курс какой-то обучающий, в документы какие-то вложиться, это все уже дается зеленый свет, потому что Меркурий выйдет в прямое движение и даст возможность уже доделать все эти дела и все эти вопросы. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на ноябрь 2025 года для львов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.